Элиот, опытный турист, случайно наткнулся на странное зрелище во время похода около отдаленной реки. Огромная стая горилл собралась в воде, двигаясь странно синхронизированно. Элиот не мог поверить своим глазам. Он не мог поверить в то, что видит, но, наблюдая внимательнее, его любопытство быстро сменилось страхом. Что-то было не так. Холодок пробежал по его спине, когда он осознал правду. То, что делали гориллы, было более опасным, чем он мог себе когда-либо представить. Но перед тем, как мы начнем историю, нажмите кнопку «Нравится», подписывайтесь и включите уведомления, чтобы не пропустить предстоящие истории. Элиот, опытный турист с глубоким уважением к природе, отправился в поход вблизи отдаленной реки, ожидая ничего, кроме спокойствия дикой природы. Однако его путешествие приняло неожиданный оборот, когда он наткнулся на странную и потенциально опасную сцену. Большая группа горилл собралась в реке, двигаясь синхронизированно, что было одновременно завораживающе и тревожно. Изначально заинтригованный зрелищем, любопытство Элиота вскоре сменилось страхом, когда он осознал, что ситуация была более опасной, чем он предполагал. Ему нужно было покинуть район, не привлекая внимания горилл, задача, которая оказалась более сложной, чем он представлял. В попытке позвонить за помощью, телефон Элиота выскользнул из его рук и упал в грязь, став бесполезным. Не имея других вариантов, он приготовился к быстрому бегству, отсчитывая время перед тем, как броситься вверх по холму. Гориллы, однако, заметили его движение и начали преследование. Чуть не задыхаясь, Элиот споткнулся о ветку дерева, что заставило его быстро действовать, чтобы избежать потенциально катастрофического исхода. Изначально Элиот был удивлен, увидев даже одну гориллу в воде, так как он не ожидал найти их в этом районе. Когда он подошел к реке, зрелище множества горилл, занятых, казалось, ритуальной деятельностью, привлекло его внимание. Заинтригованный, Элиот сделал несколько снимков на телефон, думая, что иначе его друзья не поверят его истории. Но вскоре гориллы начали издавать громкие звуки, напугав его и заставив отступить за дерево. Лес отзывался их криками, оставляя Элиота в беспокойстве, несмотря на его инстинкты, подталкивающие его к уходу. Его фасцинация поведением горилл удерживала его на месте, пока гориллы продолжали ритмично прыгать и плескаться. Элиот пытался расшифровать их действия. В конечном итоге, осознав серьезность ситуации и коря себя за то, что не ушел раньше. Теперь его бегство было еще более затруднено. Глубоко дыша, он снова отсчитал до 3 и побежал вверх по холму. Гориллы, хорошо знакомые с местностью, неумолимо преследовали его. В своем бегстве Элиот споткнулся о другую ветку дерева и быстро оглядел окрестности в поисках чего-либо, что могло бы помочь ему убежать. Он заметил полое дерево и забрался внутрь, надеясь, что гориллы пройдут мимо, не заметив его. Грубая кора царапала его спину, но Элиот оставался неподвижным, прислушиваясь к ворчанию горилл и шороху, пока они нюхали вокруг дерева. В конце концов, они ушли, и Элиот оставался скрытым, пока звуки не стихли. Медленно выйдя, он убедился, что побережье чисто. Его ноги онемели, но он знал, что должен продолжать движение. Лес был зловеще тих, усиливая каждый звук. Осознав, что полагаться только на укрытие нельзя, Элиот решил использовать реку, чтобы скрыть свое присутствие. Он тщательно спланировал свой маршрут обратно к реке, держась в тени и избегая шума. Когда он достиг реки, гориллы теперь были разбросаны и казались более расслабленными, что давало ему надежду на то, что он сможет уйти незамеченным. Он наблюдал за их движениями, ждущим момента для движения. Собрав свое мужество, он вступил в реку, стараясь шуметь как можно меньше. Холодная вода охладила его, но он сосредоточился на своей цели, позволяя течению направлять его, оставаясь скрытым в тени. Двигаясь по воде, Элиот следил за гориллами, чтобы ни одна из них его не заметила. Течение оказалось сильнее, чем он ожидал, что усложняло удержание на ногах.
Его сердце бешено билось, пока он передвигался по скользкому руслу реки, зная, что любая ошибка могла привлечь внимание горилл. Вдруг громкий плеск напугал его, и он увидел приближающуюся гориллу. Горилл оказалась любопытной, но Элиот знал, что это могло быстро измениться. Он притаился за большим валуном, прижимаясь спиной к холодной скале и стараясь успокоить дыхание. Горилла приблизилась ближе. Ее темные глаза осматривали местность. Элиот оставался совершенно неподвижным, зная, что любое движение может выдать его. Напряжение было невыносимым, пока он ждал следующего шага гориллы. Наконец горилла потеряла интерес и продолжила свой путь. Элиот медленно выдохнул, пытаясь успокоить свое бешено бьющееся сердце, когда горилла наконец удалилась, давая ему временное облегчение. Он знал, что опасность еще не миновала, и ему нужно было действовать быстро, прежде чем горилла или ее спутники вернутся. Прятаться было недостаточно, поэтому он решил двигаться на возвышенность, заметив рядом крутой холм, который предлагал лучшую точку обзора. Осторожно он направился к нему, используя естественное укрытие деревьев и кустов. Каждый шаг казался опасным, но страх быть пойманным подталкивал его вперед. Поднимаясь на холм, ноги и Лето горели от усталости, но он продолжал двигаться, ведомой потребностью в безопасности. На полпути он остановился, чтобы перевести дыхание и осмотреться на предмет признаков горилл. Подъем был трудным, но обещание лучшей точки обзора заставляло его продолжать. Он проверял, не следуют ли за ним гориллы. Чем выше он поднимался, тем яснее становилась его перспектива. На вершине холма Элиот почувствовал прилив облегчения, думая, что, возможно, наконец в безопасности. Панорамный вид позволял ему легче заметить приближающуюся опасность, но тогда он заметил другую группу горилл вдалеке, которые целенаправленно двигались сквозь деревья. Осознав, что он все еще в большой опасности, Элиот знал, что нужно действовать быстро. Он осматривал густую листву в поисках пути к безопасности, заставляя себя оставаться спокойным и сосредоточенным. Элиот заметил узкую тропу, вьющуюся сквозь лес, и решил пойти по ней, надеясь, что она приведет к безопасности. Путь был едва заметен, замаскированный густой зеленью. Он двигался быстро, но осторожно, держа уши настороже на случай признаков горилл. Ощущение того, что за ним наблюдают, не покидало его, заставляя двигаться быстрее. Тропа была заросшей и труднопроходимой, но он продолжал идти, решив найти выход. Продвигаясь по тропе, он начал слышать тихие голоса на расстоянии, что вселяло в него надежду. Звук был едва различим на фоне шелеста листьев, но был несомненным. Подстегнутый перспективой найти помощь, Элиот ускорил шаг, стремясь достичь источника голосов. Выходя из густого леса, он оказался на небольшой поляне с палаточным лагерем. Вид палаток и тлеющего кострища наполнил его облегчением. Группа туристов собралась вокруг костра, и Элиот окликнул их, облегчение слышно в его голосе. Он быстро подошел, объясняя опасность рядом находящихся горилл. Туристы внимательно слушали. Их выражения лиц становились все серьезнее с каждым его словом. Один из них предложил сообщить о ситуации смотрителям парка, и Элиот согласился провести их к ближайшей станции смотрителей. Вместе они быстро двигались через лес, остерегаясь любых признаков опасности. Прибыв на станцию, они сообщили смотрителям о необычном поведении горилл. Смотрители серьезно отнеслись к сообщению и заверили Элиота, что немедленно начнут расследование. Элиот почувствовал небольшое облегчение, зная, что профессионалы займутся делом. Смотрители посоветовали Элиоту и туристам остаться на станции, пока не будет подтверждено, что уйти безопасно. В ожидании Элиот поделился больше деталями о своей встрече, надеясь предоставить как можно больше информации. Смотрители особенно заинтересовались синхронизированными движениями горилл, отмечая, что такое скоординированное поведение не является типичным и может свидетельствовать о попытке что-то сообщить. Энтузиаст дикой природы среди туристов
Предположил, что это могло быть предупреждение или приглашение, подчеркивая необходимость понимания поведения. Элиот, энтузиаст дикой природы, оставался встревоженным необычным поведением горилл, с которыми он столкнулся. Смотритель предположил, что их действия могли быть реакцией на экологический фактор, но Элиот чувствовал что-то более зловещее. Несмотря на нахождение в безопасности, он не мог избавиться от ощущения, что они что-то упускают. Его опасения побудили смотрителей к дальнейшему расследованию, и они попросили Элиота провести их к месту деятельности горилл. Несмотря на страх, Элиот согласился, осознавая важность своих знаний из первых рук. Готовясь к выходу, смотрители заверили Элиота, что они оснащены для обращения с любой опасностью, показывая пистолет-транквилизатор в качестве части своего снаряжения. Элиот, чувствуя смесь тревоги и решимости, провел смотрителей через лес к реке, где он видел горилл. Путешествие было напряженным. Каждый звук усиливался угрозой и опасности. Элиот указывал на ориентиры из своего раннего бегства, проводя смотрителей к берегу реки. Прибыв на реку, группа осмотрела местность на предмет признаков горилл. Напряжение было ощутимым, когда они осматривали окрестности. Не прошло и долго, как они заметили горилл, занятых той же загадочной деятельностью, что и раньше. Пульс Элиота участился при виде их синхронизированных движений. Смотрители делали заметки, пытаясь расшифровать поведение горилл, которое было не похоже ни на что, что они видели ранее. Вдруг один из смотрителей заметил, что гориллы устанавливают ловушку в воде. Элиот и смотрители поняли, что гориллы расставляют палки и камни в продуманном порядке, свидетельствующем о уровне интеллекта и организации, ранее непредполагаемом. Действия горилл были вызваны отчаянной потребностью в пище, поскольку они голодали и использовали этот ритуал в качестве охотничьей стратегии. Понимая опасную цель за движениями горилл, смотрители решили вмешаться. Они планировали безопасно отвести горилл из этой области, предложив заманить их обратно в лес. Элиот сыграл ключевую роль в этой рискованной операции. Согласившись имитировать звуки животных, пока смотрители создавали помехи, чтобы привлечь внимание горилл. План удался, и гориллы последовали за смотрителями, удаляясь от реки. Сердце Элиота колотилось, когда он издал звуки животных на безопасном расстоянии, пока смотрители хлопали и кричали, создавая шум. Гориллы, сбитые с толку, но заинтересованные, двигались к глубоким частям леса далеко от реки. Как только область очистилась, смотрители связались с организацией по защите животных, чтобы переселить горилл в их естественную среду обитания. Организация оперативно отреагировала, организовав команду для переселения. Элиот почувствовал облегчение, зная, что они приближаются к решению кризиса. Он наблюдал, как гориллы были безопасно транспортированы, испытывая чувство достижения. Команда по защите животных работала эффективно, обеспечивая комфорт и безопасность горилл во время переезда. Вернувшись на станцию смотрителей, Элиот выразил благодарность смотрителям и туристам, которые помогли ему. Он признал, что не смог бы сделать это без них, и они разделили чувство облегчения и достижения, обсуждая происшедшее. Элиот почувствовал глубокое единство со своими неожиданными союзниками. Возвращаясь домой, Элиот был благодарен за то, что пережил встречу, и был полон решимости поделиться своей историей. Он осознал важность повышения осведомленности о защите дикой природы и сохранении природы. Опыт изменил его, внушив чувство цели защищать животных.